Привет, с вами канал Power Device. Сейчас, друзья, хочу рассказать вам о 5 полезных и очень интересных приложениях из оболочки Realme UI 3.0. Установить и использовать вы их сможете на вашей Realme, если даже у вас оболочка Realme UI 2.0. Я ими уже давно пользуюсь и разобрал все новые фишки этих приложений. Теперь я расскажу об этом вам. Давайте зайдем в проводник и откроем наши файлы с обновлениями. Кстати, друзья, я использую на своем Realme проводник из оболочки MIUI от Xiaomi. Он гораздо удобнее, чем Realme-шный. Видео с тем, как я устанавливал некоторые приложения и системы MIUI на свой Realme, есть на моем канале. Вот эти 5 приложений мы сейчас разберем. Я расскажу вам все новинки и фишки, которые они несут. Первое, что мы установим, это галерею фото. По умолчанию, друзья, она выглядит вот так. К примеру, здесь можно редактировать фотографии. Как раз этот пункт и затронет наше обновление. Давайте его установим. Обновление установлено. Убедиться в этом можно вот таким способом. О приложении версия 12.10.39. Первое небольшое изменение, которое нас встречает, это новый параметр. Выбор сначала новых, либо старых фотографий. Также в этой версии немного изменился интерфейс. Теперь он стал более удобный. Давайте зайдем в настройки. В обновлении добавляется расширенная защита конфиденциальности. Теперь, прежде чем делиться фотографиями и видеороликами, для защиты конфиденциальности можно удалять из них информацию о местоположении и другие данные. Для этого нужно поставить эти галочки. Теперь, если на ваших снимках стоит местоположение и другая информация, после того, как вы будете их кому-то отправлять, эта информация будет стираться. Думаю, здесь все понятно. Ну и самая главная фишка, которая добавляется в этом обновлении, находится в параметре «Изменить» восстановление с помощью искусственного интеллекта. Друзья, по сути, эта фишка создана для того, чтобы реставрировать старые снимки. Предположим, что у вас есть вот такая старая семейная фотография. Нажимаем «Изменить» и нажимаем функцию восстановления с помощью искусственного интеллекта. Данная фишка работает по серверам Realme. Она требует подключения к интернету, и здесь нужно подождать некоторое время. Также иногда всплывает вот такое окно «Сервер занят». Это от того, что фишка новая и еще испытывается. Просто нажимаем «Повторить». Друзья, если у вас постоянно всплывает окно, что сервер занят, попробуйте перезагрузить смартфон. Это помогает. Посмотрите, искусственный интеллект восстановил фото. Давайте сравним. По мне так тут достаточно неплохая работа алгоритмов. Нажимаем «Сохранить». Теперь у нас два снимка, оригинал и восстановленный. Также эту фишку можно применять на обычных фотографиях. Это оригинал, а это с примененным эффектом. Как видите, происходит обработка лица. Следующее приложение от Realme, которое мне очень нравится, называется Relax. Давайте его установим. Установленное приложение выглядит вот таким образом. На самом деле приложение очень полезное. Оно содержит разные звуки с расслабляющим эффектом. Здесь очень много как заготовленных звуков, так и тех, которые вы можете создать сами. Чтобы смикшировать свои звуки, нужно нажать play, а далее вот эту иконку. Вот эти 3 звука сейчас и звучат. Можете их убавить. Теперь, допустим, добавляем умеренный дождь. Здесь регулируется его громкость. Еще я добавлю утренний бриз.
и звук костра. Обратите внимание, что вот в этих вкладках находятся разные наборы звуков. Все их можно добавлять. Естественно, очень классно данным приложением пользоваться через наушники. Оно действительно расслабляет. Следующее, что я обновил на своем Realme, это умный помощник, который вызывается вот таким свайпом. Сюда можно добавлять некоторые функции для быстрого доступа. Если он у вас не включен, зайдите в настройки, умные сервисы, включите вот эту галочку «Интеллектуальный помощник». Теперь установим его новую версию. Нажимаем «Готово», выходим на рабочий стол, делаем свайп. Нас приветствует новый интеллектуальный помощник. Не обращайте внимания, друзья, что некоторые приложения здесь на китайском, сейчас мы их отключим. Нужно зайти в настройки, настройки виджета, отключаем рекомендации и популярные новости. Теперь у нас остался один виджет, который считает шаги. Нажимаем плюсик, находим «Погода», «Добавить», «Настройки», «Разрешить при использовании приложения». Виджет заработал. Также здесь можно пользоваться конвертером валют. А еще, к примеру, добавить вот такую визитницу. Эта рамка предназначена для фотографии вашей визитной карточки. Также, нажав на плюс, вы можете увидеть все виджеты, которые можно добавлять. В основном здесь остаются китайские ненужные приложения, но вы можете посмотреть, возможно, вам что-то понравится. К примеру, можете добавить быстрый набор каких-то контактов. Двигаемся дальше, друзья, и переходим к следующему полезному обновлению приложения погоды. Посмотрите, по умолчанию у меня стоит вот такое приложение «Погода». В нем достаточно скромные настройки. Пока что закроем эту вкладку и установим обновление. Теперь снова зайдем в «Погоду». Если вдруг приложение просит включить GPS для определения вашего местоположения, активируйте его. Как только найдется ваше местоположение, можете отключить GPS. Теперь зайдем в настройки. Как можете видеть, обновления успешно установлены. Здесь появились дополнительные вкладки. Первое – предупреждение о дожде. Если поставить эту галочку, то смартфон будет уведомлять вас о надвигающемся дожде. Также вот здесь вы можете выбрать промежуток, в котором вас будут предупреждать. Далее добавилось предупреждение о погодных катаклизмах. Теперь давайте зайдем о погоде. Также с обновлением прилетают новые нужные параметры. Я лично добавляю их все. Они появляются здесь. Здесь будет отображаться восход солнца в вашем городе, здесь закат. Вероятность дождя, давление воздуха и так далее. Это очень удобно. Также, конечно, стоит добавить, что эта новая погода будет работать с нашим виджетом, который мы установили. Ну и пятое приложение, которое я обновил на своем Realme, это боковая смарт-панель. Сейчас она выглядит вот таким образом. Давайте ее обновим. Если у вас она не активирована, зайдите в настройки, удобные инструменты, боковая смарт-панель. Поставьте вот эту галочку. Теперь ее интерфейс обновился. Она работает более плавно и удобно. Вот таким образом ее можно перемещать в любую часть экрана. Просто аккуратно коснитесь полоски и удержите. Здесь вы можете добавить любые ярлыки для быстрого вызова каких-то приложений. Также не забывайте, что эта панель способна открывать плавающие окна, например, проводник MIUI. Такое окно быстро можно свернуть, просто проведите вбок. Вот здесь появляется такая сноска, обратно его можно открыть свайпом. Также его можно убрать в сторону вот таким образом, полностью открыть, либо закрыть. Теперь вы сможете открывать в плавающем окне даже такие игры, как PUBG. Ну и напоследок, друзья, добавлю, если вдруг вы захотите удалить данные обновления, просто зайдите в настройки,
Управление приложениями, список приложений. Введите сюда название приложения, к примеру, то приложение, где мы установили виджеты, это быстрый просмотр. Нажимаем две точки, удалить обновление. Друзья, скачать вы эти приложения сможете через мою группу ВКонтакте, внизу под видео на нее я оставляю ссылку. Также не забудьте подписаться на нее, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте колокольчик, большие пальцы вверх, жду ваших комментариев. Если вы впервые видите мое видео, то на канале подобных много, можете пройти посмотреть. Ну а я, как всегда, желаю вам только качественных девайсов. Скоро увидимся на YouTube. Пока-пока.